Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Time. Сегодня мы начнем прохождение новой игры, которая буквально вчера вышла, Urban Myth Disillusion Center. Я про нее ничего не читала, ничего не знаю, кроме того, что она пиксельная и того, что у нее довольно много положительных отзывов. Сейчас, на момент, когда я посмотрела, 97% положительных. Да, я наконец-то не болею. Ну, может, чуть-чуть. Эта история — художественное произведение. Все упоминающиеся в ней названия организаций, компаний и имена людей не имеют ничего общего с реальностью. Короче, в игре используется автосохранение. Спасибо. Если я... Ладно. Адзами. Ох, ну почему посреди ночи? Excuse me? Что? Здесь что-то есть. А что это такое? Я не могу понять. А, это девочка. А, она по телефону говорит. Все, окей, хорошо, я поняла. И кто-то говорит, прячься. Я сначала не врубилась, а потом врубилась. Тремя днями ранее. Я надеюсь, она не очень долгая. Да там скоро Shadows выйдет в Assassin's Creed. Мучают аномалии и центр развенчания городских легенд. Развенчание. Так вот лучше. Вроде здесь. Здравствуйте, центр развенчания городских легенд здесь находится? А, вам центр. Дело вот в чем. Я вижу странные вещи с самого рождения. Надеялась, что мне смогут помочь. Центр на -4 этаже, вон на том, где все. Надеюсь, они смогут мне помочь. Окей. Я не знаю, ГГ, наверное, это Адзами, да? Извините, есть кто-нибудь? Значит, вы увидели наш плакат, когда ходили за покупками и пришли к нам за помощью. И у вас есть проблемы, которые вы хотели бы решить как можно скорее? Да, но как вы... Ой. Ваш взгляд направлен на что-то прямо позади меня. Вы же видите это, верно? Госпожа Адзами Фукурай. Так и есть. Погодите, откуда вы знаете мое... Дело в том, что у меня тоже они есть, похожие на ваши. Необычные способности. Я Аюму Мегурия, директор центра. Сперва давайте идентифицируем, что вы видите. Идентифицируем? Эти очки вам помогут. Я грыбу, извините, пожалуйста. Ух ты, классный глаз. Добро пожаловать в центр развенчания городских легенд. Что-то мне тетрадь смерти вспомнилась рандомно. Что это за очки? Господин директор, призрак за вашей спиной стал гораздо отчетливее. Как я и говорила, они помогают фокусироваться. Так, Адзами, то, что вы видите, отличается от призраков, духов умерших людей? Как это? Можно сказать, что вы обладаете мыслевидением. В любом месте можно найти следы людей и предметов, когда-то там находившихся. Вы каким-то образом их визуально фиксируете. Иными словами, вы видите образы людей и предметов, которые были здесь раньше. Знаете, вопрос не в отчетливости, а в том, что я вообще их вижу. То, что вы с помощью очков фокусируетесь на них, означает, что вы действительно обладаете силой мыслевидения. Вы подскажете, как мне быть с этим мыслевидением? Подскажу. Наш центр развенчивания городских легенд можно назвать детективным агентством по аномалиям. Мы беремся за те дела, с которыми обычной полиции не справится. Если такой ваш запрос, мы обязательно поможем вам с мыслевидением. Тогда сделайте что-нибудь с моими видениями.
Всему свое время. Не хотите ли сперва присесть и отдохнуть? Чел, можно не надо? Она, по-моему, она вообще уже не хочет отдыхать. Я бы на ее месте, честно говоря, за все это время уже тоже не хотела отдыхать. Я хотела просто избавиться от этого. А может быть, я не уверена, а может быть, я бы наоборот решила, блин, классная способность, можно как-то ее монетизировать. Извините, пожалуйста. Спасибо. Простите, просто спасибо. Ага, она меня пугает и улыбкой. Что такое? Ай. О, нет. Что это было? Говорят, что этот стул сулит смерть каждому, кто на него сядет. Извините. Это проклятый стул. Что? Чего, простите? Excuse-moi. Ух ты. Проклятый стул. Эпично. Я занимался его изучением и оставил тут. Как неловко получилось. И что теперь со мной будет? Если ничего не предпринять, то тому, кто сел на этот стул, остается лишь одно – смерть. Давайте попробуем снять с вас это проклятие, Адзами. Хорошо. Я хранил где-то здесь журнал исследований этого стула. Но с моими ногами искать я буду долго. Журнал исследований, верно? Если мы его найдем, я спасена. Я его отыщу обязательно. Как вы видите, я не смогу вам помочь в поисках, но журнал должен быть где-то в этой комнате. Дайте мне знать, когда его найдете. Хорошо. Все, погнали. Я добуду журнал любой ценой. Все, погнали искать журнал. Так. Что у нас? Инвентарь есть какой-нибудь? Кто-нибудь? Нет? Поговорить можно, походить можно. Ой, как я выгляжу. Да, как я выгляжу. Господин директор. Да. Я не побледнела, нет, меня немного мутит. Вы выглядите бледной, но здесь темно, так что это ожидаемо. Что это за вопрос такой? Вопрос. Я даже не представляю, что нужно искать. Совсем никаких идей нет. Поискать журнал. Кунио Янагита. Камагу... Ой-ой-ой, это мне тяжело это читать. Фольклористика? Ни слова не поняла из этого, что прочитала. Осмотреть стул. А можешь еще на него сесть разочек? Ну, для интереса, знаешь. Значит, это не стул для гостей. Ну, зачем я вообще на него села? А вообще, как можно было его вот так оставить? Да фиг его знает. Так, что тут? Следы потрошительницы. Как не встретить своего доппельгангера? Кажется, я все ближе. Ой, а на этой книге есть какой-то символ. Опасный змей. Геморрагины змеиного яда разрушают белок. Геморрагины. Впервые слышу такое слово. Ну ладно. Что впоследствии может привести к некрозу мышечной ткани, в связи с чем рекомендуется проявлять предельную осторожность. Слишком сложно для меня. Но это никак не связано с городскими легендами. Почему эта книга здесь? Да фиг-то ее знает. Давай до конца дойдем. Можно выйти отсюда? Нельзя, меня не пускают. Это книги по медицине? Депрессия, подавление, освобождение, как справиться с психическими расстройствами, как сложно, поищем в другом месте. Создай свое счастье, лучшие советы по выстраиванию отношений, великая оккультная перезагрузка. Каких книг здесь только нет. Не могу найти ничего похожего на журнал исследований. Пойду уточню господина директора. Вы говорите, а его там нет, да? Или там еще какой-то мем? Или не будет никакого мема? Мема не будет. Прикол. Не могу найти. Ни одной книги со странными названиями. Не вижу среди них журнал исследований. Вот как тогда. Снова наденьте очки, что я вам дал, и поищите еще раз. Но когда я надела очки, стала видеть будто бы еще больше призраков. Если бы я только помнил, куда положил журнал исследований. Другого выбора нет, придется искать мне, но я не уверен, что мы успеем. Что будет со мной, если мы не успеем? Я надену очки с помощью мыслевидения или как я его там найду журнал? Да, давай, надевай. Эх, была не была. О, а как-то... Мне точно не показалось. Здесь тоже есть призраки? Нет, как их там? Следы людей и предметов? Раньше я видела лишь их смутные очертания, теперь же они стали отчетливее. Ой, музыка такая громкая, мне кажется.
Хоть мне и страшно, я смогу найти что-то полезное рядом с той тенью, наверное. Что ж, вперед. Я сделала музыку немножко тише, потому что, как по мне, она громкая. Сейчас с тобой можно побеседовать? А за спиной господина директора правда стоит призрак. В очках я вижу его гораздо отчетливее. Но я почему-то не могу разговаривать, пока я в этих очках. Когда решу поговорить с ним, сниму. Да здрасте, я хочу с тобой поговорить. Ладно. Жаль. Жаль, что я не могу разговаривать с призраком. Изучить. А ну изучи, что он там. Что ты там робишь? Один из призраков касается какой-то книги. Из нее торчат отдельные листы. Может, это журнал исследований? Уточню господина директора. Лучная улика. Журнал исследований. А можно просто его взять? Нельзя, да? Ага, нельзя. Сними очки, значит. Давай поговорим. Журнал исследований. Похоже, что это он. Великолепно. Наша сила действительно похожа. Вы можете видеть. Теперь я спасена. Как снять проклятие? Я не знаю. Что? В журнале исследований не указано, как его снять. Известно только, что у людей, оказавшихся под влиянием проклятий, возникает некроз нижней половины тела. Некроз? Что это? Проще говоря, их тела разлагаются. По-моему, он мне что-то чуть-чуть подбрехует, знаешь, подпиздюнькивает. Разлагаются? Смертельное проклятие. Что мне делать? Анзами, когда вы садились на стул, вы ничего не заметили? Заметила? Вообще, когда села, что-то кольнуло меня в... туда. Куда? Куда? Вот как. Куда туда, подожди? В жопу, что ли? В булочку? В ягодицу. В таком случае стоит еще раз осмотреть стул. Может, нам удастся узнать что-то о природе проклятия. Я его смотрю. От этого зависит моя жизнь. Мне кажется, от этого не зависит твоя жизнь, а он просто положил туда какую-то, знаешь, вот эту кнопочку, как это называется. Смотри. Когда я садилась, почувствовала, как меня что-то кольнуло. Стул старый, из него торчат занозы. Одна из них впилась мне в пятую точку. Как бы то ни было, надо рассказать об этом господину директору. Господин директор, у меня заноза в жопе. Извините. Достаньте, пожалуйста, руки-то у вас работают. О боже, это так плохо. Это плохо. Это так плохо. Правда. Ужасно. Вспомню. Когда я села на стул, меня что-то укололо пониже спины. Но стул старый, поэтому, скорее всего, это была заноза. Вот как. Если так подумать, то в этом нет ничего такого, извините. Я умру от проклятия. Не волнуйтесь, такими небывалыми событиями нужно наслаждаться, не находите? Да как можно? Анзами, давайте попробуем выдвинуть гипотезу. Гипотезу? Разразненная информация не несет в себе ценности. Анзами, что вы уже узнали? В прошлом люди, попавшие под влияние проклятия, разлагались с нижней половины тела. Мне в пятую точку вонзилась заноза. Дела, ничегошеньки не понимаю. Основываясь на этих двух фактах, сопоставьте между собой возможные объяснения. И сконцентрируйтесь на наиболее вероятном из них. Не паникуйте, у вас все получится. На основании имеющихся фактов сравните объяснения и сконцентрироваться на одном. Не уверена, что правильно поняла, но я подумаю. Найти способ снять проклятие. Выбрать. Что я выберу? Так, что тут? Нужно успокоиться и все обдумать. Легче сказать, чем сделать. С какой стороны к этому вообще подступиться? Я дам вам подсказку, ведь вы впервые занимаетесь подобным. Господин директор, согласно результатам исследования, люди, сидевшие на стуле, разлагались с нижней половины тела. То есть, севшие на стул люди были прокляты, поэтому их тела начали гнить, верно? Верно, однако вы сказали, что почувствовали что-то, когда садились на него. Да, меня будто бы что-то укололо в попу. Почему это так... Это как-то странно звучит. Укололо в попу. Ладно. Боль была настоящей. Итак, из имеющихся множество предположений выберите самое вероятное. Попробуем выдвинуть гипотезу. Хорошо. Может. Как? Может.
Может стула. Какова природа проклятия? Что у нас есть? Установлен механизм, есть потайной отсек, есть ядовитые иглы, есть жуки. Спряталась потрошительница в ножках, которые кусаются в сиденье. В сиденье. Может в сиденье стула. Да. Есть установлен механизм. Ну, типа, установлен механизм, есть потайной отсек. Может, в сиденье стула есть потайной отсек, где есть ядовитые иглы. Или установлен механизм, где есть ядовитые иглы. Вот какой-то из этого, да? Ну, давай попробуй. Может, в сиденье стула есть потайной отсек, где есть ядовитые иглы? Это точно так. Когда я села на стул, меня будто что-то кольнуло. Господин директор сказал, что сидевшие на том стуле люди разлагаются, начиная с ног. Нужно еще подумать. Нет, второй не подходит. Вот, значит, не потайной отсек. Установлен механизм. Давай так. Я просто думала между ними двумя. Может, в сиденье стула установлен механизм, где есть ядовитые иглы. Если так, то... Если все разлагаются одинаково, значит, дело в каком-то яде. И тот укол, может, это была игла или что-то подобное? Вот как. Похоже, у вас возникла многообещающая версия. Сиденье стула. Надо осмотреть его. Может, в сиденье стула что-то спрятано? Теперь же все будет нормально, да? Как только возникла гипотеза, ее следует проверить. Если ваша гипотеза верна, то в стуле должен быть спрятан какой-то механизм. Я сейчас проверю. Давай проверим стул. Изучай. Под сиденьем есть что-то похожее на крышку. Если поймем, из чего состоит яд, то сможем найти противоядие. Не снимается. И раз. Чё? Стул сломала, да? Получилось, господин директор. Давайте поскорее исследуем яд. Как неловко. Стул действительно считался проклятым, но я тоже утратил свои свойства. Не думал, что вы его поломаете. Вы с самого начала все знали? Я правда думала, что проклятие меня прикончит. Однако тот факт, что вы сломали стул, многое меняет. Кто бы мог подумать, что гость сломает проклятый стул? Вам придется возместить его стоимость. Слушай, а ты не хочешь сходить, например, в жопу? Ой, сходить. Да, не смешно. Мне надо заикаться, нет? Что? Простите? Это так странно. Я думаю, 2П было бы достаточно. 3. Нам его одолжили для исследований. Придется отдать его в ремонт. Ремонт обойдется примерно в 10 миллионов йен. Сколько? 10 миллионов? Я признаю, что мы со своей стороны тоже не проявили должной осторожности, учитывая ваш запрос. Почему бы вам не поработать в нашем центре? Зарплата пойдет на покрытие ремонта стула. Извини, но ты не хочешь заметить, что он тебя нагло одуривает? Нагло дурит на поздюньков. Ладно, окей, она школьница, она вроде, не знаю, наивная, хз. Когда вопрос ремонта будет решен, мы сможем взяться за ваш случай. 10 миллионов. Ваша сила мыслевидения поможет нам в расследованиях. Не волнуйтесь, она отразится на размере вашей зарплаты. Не отразится, не отразится. Я рассчитываю, что вы сможете с пользой применить мыслевидение в расследованиях Центра развенчания городских легенд. Я не могу, мне очень жаль, мне нужно... Студентка 3-го курса факультета... студентка. Окей. Студентка 3-го курса факультета информационной науки в университете Инугами. Проживает по адресу. Подождите, откуда у вас мой номер? Как вы узнали про мой университет? Я ведь уже говорил, у меня есть сила, и сновидение позволит мне найти вас в любой момент и взыскать долг. Быть того не может. Но я предпочел бы с вами сотрудничать. Не хотелось бы на вас давить. Спасибо. Простите за причиненное неудобство, приложу все силы, чтобы рассчитаться с вами. Вот чувствуется вот этот азиатский вайб, знаешь, по их диалогам. Реально. Я просто, если что, раньше довольно много читала и манхвы, и манг, и аниме смотрела, так что, Почему все так вышло?
Кстати, думаю, что вам это пригодится. Это же записная книжка? Верно. Можете делать мне пометки касательно расследований. Откройте ее. Да, прям хорошо. Отношения. Так, а дальше что? Во многих расследованиях наблюдаются сложные межличностные взаимоотношения. Вам не помешает делать записи об отличительных чертах людей, которых вы встретите, и о связи между ними. Он так говорит, будто я уже на него работаю. Давайте, запишите что-нибудь в книжку. Ну что? Почему бы вам не начать с меня? Понятно. Отличительные черты господина директора. Он говорил, что обладает силой, похожей на мою. Как же она называлась? Ясновидение. Хотя, по-моему, мне кажется, у него чуть-чуть и управленческих навыков тоже имеется. Ясновидение — сила, что позволяет ему видеть все. Из-за нее я каким-то непонятным для себя образом теперь работаю здесь. Так, директор-инспектор. Директор-инспектор. Чё тут? Подтвердить. Ага, директор Центра развенчания городских легенд обладает этим. Мы знаем, выяснил, что я обладаю мыслевидением и дал мне очки для него и эту записную книжку, но очень настойчиво напоминает мне, что должна выплатить долг. Немного боюсь его. Студентка. Я постоянно оказываюсь во что-то втянута. Меня мучают видения расплывчатых призрачных теней. Я пришла в Центр развенчания городских легенд, чтобы перестать их видеть, а вместо этого сломала проклятый стул и теперь должна немыслимые деньги. Так что пришлось устроиться в Центр инспекторкой, чтобы отработать долг. Что тут у нас еще есть? Что у нас еще есть? Что? Проклятый стул. Давайте почитаем. Знаешь ли ты? Прикольная фоточка. Да и, можно я ее как-то заскриню? Окей. Знаешь ли ты, насколько много в мире разных проклятых предметов? Тех самых, которые приносят своему владельцу несчастье, другими словами смерть. Проклятое сокровище, проклятая кукла, проклятая машина, проклятый дом. Перечислять можно бесконечно. Источником проклятия часто становится привязанность первого владельца к этой вещи, которая приносит несчастье новому хозяину. Но есть среди проклятых предметов и чемпион, который убил уже 60 человек. Проклятый стул. Его хозяин, разозлившись, убил мужчину, который сел на этот стул без спроса. Хозяина приговорили к смертной казни, но перед смертью он воскликнул: «Каждого, кто сядет на мой стул, ожидает смерть». После его смерти люди, севшие на его стул смертника, умирали загадочной смертью в течение нескольких дней. И таких набралось... Я не дочитала! Ну, ладно, позже дочитаю. И таких набралось 60, кажется, там что-то такое было написано. У вас теперь есть записная книжка. Еще рано, но не хотите немного отдохнуть? Отдохнуть? Займемся чем-то веселым? Верно, от займи сперва. Я расскажу вам о нашем центре и городских легендах. Что такое городские легенды? Это информация от множества людей. Да, алло. Какая невероятная скорость. Извините, они не дали мне прочитать. А я сейчас такая, хоп. Смотри, как я сделаю. Я вот так сделаю. Штрих. Что такое? Я сейчас прочитаю это все. Это информация от множества людей, получивших доступ к различным сведениям. Сюда относятся, например, неопознанное загадочное животное, замечаемое в разных уголках земного шара, что в свою очередь приводит к бесконечному обсуждению, почему они были обнаружены именно сейчас. Считается, что они могут быть инопланетного происхождения. Некоторые полагают, что целью исследования этих существ является тайное наблюдение за ними и потенциальное изменение экосистемы, но я с этим не согласен. Но о своей теории я расскажу вам подробнее в другой раз. Существует огромное количество чрезвычайно любопытных теорий заговора. Говорят, что в мире действуют различные тайные общества, которым известно все о том, что происходит за рамками наших повседневных жизней. По слухам, они разглашают некоторым эту информацию, отбирают людей в зависимости от их реакции и также готовятся к грядущим событиям. Час спустя. Ну вот что это такое. Теперь вы знаете о необходимом минимум, чтобы работать с городскими легендами. Я прекрасно запомнила, с каким воодушевленным видом и голосом вы рассказывали о них. Рад слышать. А если во время работы у вас возникнут сомнения, эти воспоминания обо мне вам помогут. Я еще много хочу вам поведать, но всему свое время. А он так выглядит, типа, я не знаю, немножко, не в себе. Предлагаю вам взяться за расследование. Вот так сразу? Да, это расследование прекрасно вам подойдет. Он меня пугает. Нас просят остановить одну городскую легенду. Расследованиями на местах занимается Жасмин. Думаю, что вы с ней встретились наверху. А, та девушка с пучками?
У каждого человека есть как сильные, так и слабые стороны. Она не любит кропотливую работу. Вам же как нельзя лучше подойдут расследования. Вы так думаете? Попросите Жасмин рассказать вам о деле поподробнее. Я уже передал ей все необходимые сведения. Понятно. Удачи, Адзами, рад нашему сотрудничеству. Да-да, рада сотрудничеству, до выплаты долга. Окей. Спасибо за помощь. Меня зовут... Давай вот без этого, директор уже написал. Адзами Фукурай. Будешь Зами. Зами? Я Ясуми Тамариги. Жасмин Ясуми. Почти одно и то же. Жасмин Ясуми. Почти одно и то же? Какие-то проблемы? Не, Жасмин, все понятно. Ты тоже занимаешься расследованиями для центра на местах? Всем этим теперь занимаешься ты, а я, типа просто водительница. Ты серьезно? Опять директор, да. Так, запрос в этот раз остановить городскую легенду, типа того. Что, еще и расследованиями через соцсети научить? Как же влом. Ладно, садись в машину, объясню по дороге. Хорошо. Слушай, я бы на твоем месте не садилась вот так в машину к странным людям, которые за стул у тебя просят дофига леон денег, еще и при этом тебя в попу кольнули. Не знаю, как-то грустно выглядит. Дядь, ты кто? С какого этим я должна заниматься? Это вообще не моя работа. Извини. Да нет же. А можно я открою свой журнал? Я могу? Я не могу открыть журнал сейчас. А жаль, очень бы хотелось все-таки его открыть. Да нет же, это все директор, который только и делает, что заваливает других работой. Так, рассказываю о расследованиях через соцсети. Окей? Окей. Мы копаемся в сетях, чтобы отслеживать слухи, так сказать. Отслеживать слухи? Ищем необычные посты, слухи про городские легенды, всякое такое. Любые комменты, которые могут раздуть слухи не пойми во что. Расследование через соцсети – это и есть сбор подобной информации. Отслеживание слухов и расследование через соцсети. Но это записывают? Серьезно? На практике будет понятней. Хорошо, спасибо, Жасмин. Забей. По информации от директора. Все началось с аккаунта некой Эйко. Попробую узнать, насколько далеко распространились слухи. Насколько далеко? Зачем ты повторяешь все? Все городские легенды рождаются из слухов. Так что начнем с них. Не знаю, получится ли у меня. Выбери посты, сочетай их, тогда я свои 5 копеек тоже вставить смогу. Просто прочитай все посты. Короче, сперва надо найти источник информации. Поищи случаи обнаружения аномалий. Хорошо, давай. Окей. Вот это завирусился. Интересно, почему? Пост интересный, конечно, но и сам аккаунт привлекает внимание. Капец, в дом моей знакомой Мия ворвался какой-то разгневанный мужчина, якобы напал на нее. Полицейские что-то там, но толку от них маловато. Пост интересный, конечно, но сам аккаунт привлекает внимание. В чем дело? Ты так пялишься на фотку? Такое ощущение, будто я уже где-то видела. Тебе просто кажется. Приехали полицейские, но толку было мало. Появилась жуткая аномалия. Я могу все прочитать, это прикольно, я люблю читать всякую такую фигню. Поиск по ключевым словам. Че, реально можно? Прикольно. Было жуть как страшно, но я сделала фото. Жасмин, смотри. Ух, отменный снимок. Это призрак? Без понятия, но если да, директор будет в восторге. Их можно сфоткать. Тень на фото. Так, нафиг нужна такая бесполезная полиция, они даже не представляют, каково жертве. Бедные полицейские. Мне тоже один полицейский такого наговорил, что я своим ушам не поверил. Нужно быть внимательнее к людям. Какие жаркие споры между сторонниками и противниками полиции. Это не связано с делом, так что листай дальше. Но я же могу обо всем говорить, да? Она в порядке, нужно вызвать полицию. Какой добрый. А толку-то полицию только бумажки волнуют, а на деле она совершенно бесполезна. Можно было и помягче выразиться. На фото мужик, жуть какая. Если бы я такое увидела в своей комнате. Если у него есть тело, его можно отмутузить. Она хороша. Да вы чего, это ж фейк. Эйка ведь бывшая инфлюенсерка. Это все подстроено? Без понятия. Вызывать полицию за фейк, а даже у приколов есть рамки.
Если это фейк, конечно. Меня гораздо больше интересует вывеска за окном, лол. Что-то случилось? Это окно и вывеска за ними. Где-то я уже... А ну покажи окно. Ну да, я, которая нифига не вижу. Не понимаю, что там написано. Ну, как какой-то доллар и какой-то еще смайлик с глазком. Я не знаю. Так, смотрите, как пост завирусился. Даже не знаю, иногда вообще непонятно, почему пост завирусился. Когда посты комментят со всех сторон, распространяется не хуже лесного пожара. Да, поэтому комментируйте видео, пожалуйста, спасибо, потому что, это как бы продвижение, да? А я тут стараюсь на благо общества, я не знаю, всех нас, кому интересны игры. Я не понимаю, что с этими О май гад, эйблизм. Не так. Ради хайпа вызывают полицейских, называют их бесполезными. Что за тупые развлечения такие? Мерзкий толно этого комментария. Ой, сфига это вообще в трендах. Половина вирусных постов именно такие. Дергают полицейских из-за всяких фейков. Я думала, мы уже на дне, а тут снизу постучали. А фейков ли? Это-то надо разузнать. Сконцентрируйся пока на отслеживании самих слухов. И что в этом интересного? У вас всех нет ни вкуса, ни воспитания. Воспитание. Обычные хейтеры в игнор таких. Непозволительно использовать полицию в качестве инфоповода, если бы кому-то реально помощь нужна была. Все эти споры мало связаны с тем, кто проник в дом. Капец, понятно, что шум поднялся и все дела, но полицию-то хоть вызвали, не похоже. Да, вызвать полицию вполне разумное решение подобной ситуации. Но зачем постить об этом в соцсетях? Но мы не знаем, действительно ли она вызвала копов. Да и никто в здравом уме не позвонит в полицию и не скажет, у меня в квартире призрак. Страшно даже представить, сколько дел остаются нераскрытыми. А сколько даже не становятся делами. Так мы, оказывается, пользу приносим. Я бы не догадалась, глядя на господина директора. Ой, сколько вас тут, капец. Здравствуйте, я из новостей, можно разместить ваш пост на нашем сайте. Новостные страницы всерьез освещают такое или преподносят в виде страшилок? По-разному. В дом этой Мия реально ворвался посторонний, или он изначально там был? Ой, А ведь и правда. Но это все так страшно. Надо проверить на месте. Так-то фотка и снимок полиции сделаны в разные дни. Господи. Что? Не доказательств, листай дальше. Нормально такую фотку в сети размещать, вон как разлетелась. Вывеска, которая видна из окна, не должна занять много времени. Этот стеллаж и окно сильно напоминает дом моей подруги. Оперативно выяснили адрес лол. Как это подозрительно звучит. Сработали оперативнее, чем я думала. Чё, Риля? К этому комменту ответов нет? Наверное, они ниже. Не-не-не. Инфу не так просто найти. Дом Мио... Ой, простите, рука соскользнула. Мио, неужели? Знаешь ее? Может, и знаю. Давай без нежных восклицаний. Некоторые слова двигаются, но я не уверена. Надену очки и проверю. Да, вот, смотри, реально двигаются. Но я грыбу, вот это да. Это еще что? Некоторые слова выделены. Ты о чем? Жасмин, сочетание Дом Мио почему-то выделено. Нифига не поняла. Хочешь поискать сочетание Дом Мио? Хочу поискать. С чего, как мне начать? Видишь, в верхней части страницы есть поле для поиска. Там нужно выбрать ключевое слово. Теперь повторим для закрепления. Ищешь ключевые слова, важную информацию, ключевые слова выбираешь, в строке вбиваешь в строку поиска, проверяй также новые посты, которые всплывают по твоему запросу. Это и есть расследование в соцсетях, понятно? Понятно, попробую. Ключевые слова. Дом Мио. Стойте, да, все, ладно, да, давайте промотаю, я промотаю, да. Я хотела минут 30 делать себе, уже 34, да. Давай, Дом Мио. Поиск. Сыщики Син на Камане, Дом Мио, вот это. Ой, похоже, это действительно Дом Мио. Дом твоей подруги? Похоже на то. Одного похоже на то маловато. Так, на месте этого дома раньше была тюрьма, или это просто слух-фейк? Что, то есть в этом здании уже что-то происходило? Похоже, директор тащится от подобных случаев. Поищем инфу, может натолкнемся на что-то любопытное. Хорошо, сейчас. Буква будто двигается, найди очки. А другие проверить.
Ладно, давай. Да ладно, я знаю это место, жесть какая, лол. Я прогнал фотку через поисковик. ЖК называется Мэзанси на Камате 2. Похоже на правду. Я хочу остальные тоже пока проговорить, вдруг... Я не знаю, мало ли. Что мне делать? Это так страшно. Люди распространяют слухи, основываясь лишь на догадках. Когда слух вот так разрастается, всем сразу резко хочется докопаться до правды, аж противно. Даже название дома. Это точно дом моей подруги? Первое расследование, и сразу в нем замешан кто-то из твоих знакомых? Только пришла на работу, сразу так не фартануло. Господин директор сказал, что это дело мне подойдет. Неужели он знал об этом? Получена улика, адрес Мио. Я верни, не я, а просто. Открой. Тут надо тоже поискать же. Они правда двигаются. Дело не в усталости. Значит, выделяются те слова, которые нужно использовать в поиске? Что же у меня за сила такая? Ладно, сперва попробуем поиск по сочетанию слухи и фейк. Окей, давай поищем. Поиск. Там, конечно, можно завершить, но мне интересно, до чего я дойду. Сколько людей понимает, что нас пытаются убедить в том, что это происшествие всего лишь уголовное дело, слух или мистификация? Если это призрак, то его еще можно изгнать, но если это пришелец, нам всем конец. А это что такое? Что-то типа подпространства, наполненного самыми разными слухами. Так, ух. Это только подтверждает мою теорию, что НЛО, которое я вчера видел, был предсказанием из космоса о сегодняшних событиях. Сообщение из космоса? Мужчина на этом фото настоящий? Чит АИ. Мужчина может быть как настоящим, так и нет, в зависимости от обстоятельств. Ответ может изменяться, поэтому рекомендуется более длительное наблюдение. И дело говорит. А тут ничего не двигается. Где-то здесь должно быть. Нет, тут тоже тупик. Где же еще посмотреть? Окей, не двигается. Хорошо. Ко мне он тоже приходил. К счастью, мне тогда удалось от него отбиться. Фотографию загрузить не могу, боюсь раскрыть свою личность. Этот мужчина появлялся в других домах тоже? По одному посту трудно сказать. А это разве не маленький мужичок? Что? Ты не знала? Нет, на фото какой-то маленький дядька? Да не, по фотографии он не выглядит таким уж мелким. Потом покажу тебе файлы центра. Да подожди, я хочу посмотреть. Дайте мне посмотреть, что за... Можно маленький мужичок? Мне интересно, что это. Я хочу узнать, что это за маленький мужичок. Ну ладно, тут буквы не двигаются, но я просто проверяю. Это посланник разрушения. На землю отправили прихвостня сатаны. Человечеству конец. Что такое посланник разрушения? Вестник сулит разрушение. А чё это? Монстр какой-то? Да вы чё? О чем он? Это плазма. Она все объясняет. Бояться нечего. Университет на Камате, факультет физики. Чё? Плазма, значит. Бедняжка. Если бы она пришла ко мне на гадание, то смогла бы избежать этого предсказания Лулу покоя. Жасмин, ты когда-нибудь ходила к гадалке? Терпеть не могу длинную болтовню, тем более 1 на 1. Она как будто бы... Он как будто бы красноватый, напоминает городскую легенду о Красной Шапочке. Как из сказок? А она вообще считается городской легендой? Кто знает, может кто-то видит в сказке второе дно. Насчет красного не знаю, но на голове у него скорее капюшон. Была же какая-то байка про защитный капюшон, или там девочка была. Чего только не увидишь. Довольно многие городские легенды внешне похожи. Демон в робе. Верно, на фотографии может быть роба, а не толстовка. К разговору о лобе. Помните ИИ Лобби? Который из Апекса типа или что? Помните ИИ, который постоянно рисовал одну и ту же женщину? Чё? Вот тебе и свеженькая городская легенда. Как женщину зовут? Эту девушку зовут Лоба. Реально Лоба? Та, которая из Апекса? Ну блин, капец, покажите. А можно я посмотрю? Ух ты! О, боже мой. Прикольное отношение, давай посмотрим. Могу кого-то добавить? Не могу, да? База данных. Но это мы поняли, очки гипотезы, тут мы тоже все знаем. Я хочу городские легенды все-таки дочитать вот эту. Говорят, что новый владелец в страхе подвесил его к потолку, чтобы никто не мог на него сесть. Спрашиваешь, как же выглядит этот стул, а ты как раз на нем сидишь. Окей, дальше. Маленький мужичок. Фотка.
Пикси, что ли? Однажды я прогуливался по городу К в районе станции С в поисках ресторанчика, чтобы пообедать. Пока я ждал зеленого сигнала светофора, я заметил что-то странное. Телефон-автомат, у которого просто так болталась трубка. Любому же захочется положить ее на место, ведь так? Я зашел в телефонную будку, протянул руку и заметил, что на телефоне мышь. Но было уже слишком поздно, моя рука уже обхватила трубку. Я замер в ужасе. Я медленно разжал пальцы, с удивлением заметил, что это не мышь, а маленький мужичок. Мы оба замерли, но когда наши взгляды пересеклись, мужичок запаниковал. Он спрыгнул с трубки на телефонную книгу и начал ползти вниз по телефонному столбу. Он вылез через щель в будке и помчался в сторону лавки стояки. Что это было? А ты, кстати, в курсе, что многие его видели? Ели, о боже. Однако чаще всего его встречали знаменитости. Неужели это же своего рода знаменитость? Окей, женщина, нарисованная ИИ. Ты занимаешься творчеством? У меня вот авторский блог начался, и я все никак не могу из него выбраться. Хоть я и поздновато запрыгнул в этот тренд, но тоже попробовал рисовать с помощью ИИ. Я даю текстовое описание и создает картинку. Через несколько попыток ИИ нарисовал мне жутковатую девушку со сжатыми губами, недовольно глядящую на камеру. Казалось бы, что в этом такого, но ощущения от нее были самые жуткие. Я перефразировал свой запрос, но и снова нарисовал ту же девушку. Как бы я ни менял запрос, указывая конкретную прическу, позу, возраст, атмосферу, и продолжал выдавать ту же девушку. Я испугался, потому что мне показалось, что она будто бы теперь навсегда со мной, и даже сам не заметил, как закрыл программу. Было такое ощущение, что если бы я продолжил рисовать, то девушка сошла бы с экрана монитора. Ты тоже будь поосторожнее, если используешь ИИ. Вдруг эта жуткая девушка к тебе придет. Вот такие у нас страшные истории. Слушай, я люблю страшные истории, поэтому вот этот вот блог мне прям очень нравится. Я думаю, давайте на этом закончим и уже продолжим наше первое расследование в следующей серии. Пишите, как вам игра, мне пока что интересненько. Много читать, у меня горло болит, но нормально. Спасибо вам, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.